Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Вы когда-нибудь задумывались, почему тельцов порой не понимают и даже ненавидят? Вы готовы узнать шокирующие причины, которые скрываются за этим знаком зодиака? Если да, то этот ролик для вас. Сегодня мы раскроем 24 причины, за которые недолюбливают, а порой и ненавидят тельцов, а также поделимся мощными методами и астрологическими ритуалами, чтобы преобразовать негатив в мощную силу. Узнайте, как кармические законы и планеты влияют на вашу жизнь, и как стать сильнее, несмотря на все трудности. Это будет мощно. Не пропустите, продолжайте смотреть до конца. Причина первая – упрямство. Тельцы славятся своим упорством, что зачастую воспринимается окружающими как упрямство. Они настолько преданы своим идеям и взглядам, что это может мешать гибкости в общении. Становится сложно работать в команде или принимать чужие точки зрения. Однако упрямство тельца – это скрытая сила, которая помогает доводить начатое до конца, если направить ее в нужное русло. Кармический совет. Упрямство возникает из страха потери контроля. Согласно кармическому закону баланса, тельцу нужно осознать, что уступчивость – это не слабость, а способ открыть для себя новые горизонты. Важно помнить, изменения – это не разрушение, а возможность. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с легкостью принимаю новые идеи, сохраняя внутреннюю силу и уверенность. Визуализация, которую нужно применять для этого: закройте глаза и представьте, что стоите на лесной тропе. Вокруг множество дорог, и каждая из них освещена золотым светом. Вы выбираете ту, которая вам ближе, но на повороте видите других людей, предлагающих вам новые пути. Вы улыбаетесь и принимаете их советы, идя вперед с легкостью и уверенностью. Ритуал на избавление от упрямства. Возьмите чистый лист бумаги и запишите на нем свои самые упрямые убеждения. На новолуние зажгите зеленую свечу, символ обновления и гармонии. Сожгите листок, произнося: «Я освобождаюсь от старых убеждений, открываюсь мудрости Вселенной». Пепел развейте на ветру, представляя, как уходит упертость, освобождая место для свежих идей. Причина вторая – медлительность. Медлительность тельцов часто воспринимается как лень. Их неспешность раздражает окружающих, особенно в условиях, где требуется быстрое решение. На самом деле медлительность тельцов связана с их природным стремлением к основательности. Они ценят качество и предпочитают не торопиться, чтобы быть уверенными в результате. Кармический совет. Медлительность – это результат внутреннего желания все контролировать. Карма учит тельцов, что иногда лучше довериться потоку жизни. Все, что должно произойти, случится в нужное время. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я наслаждаюсь каждым моментом жизни, действую уверенно и гармонично. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы идете по берегу спокойной реки. Ее течение плавное и ровное. Вы вдыхаете свежий воздух и чувствуете, как энергия реки наполняет вас. Вы начинаете двигаться быстрее, играя с течением, чувствуя радость от этого баланса. Ритуал на избавление от медлительности. Утром приготовьте чашку чая или кофе. Перед первым глотком закройте глаза и произнесите: «Я в гармонии с ритмом жизни. Я принимаю скорость, которая мне необходима». Выпивайте напиток медленно, представляя, как ваша энергия наполняется силой для активных действий. Причина третья – любовь к материальным благам. Тельцы известны своей привязанностью к комфорту и материальным вещам. Их стремление к уюту иногда кажется чрезмерным и воспринимается как меркантильность. Однако это их способ чувствовать стабильность и безопасность. Кармический совет. Законы изобилия гласят, что чем больше вы делитесь, тем больше получаете. Щедрость открывает новые каналы энергии. Тельцу важно понять, что истинное богатство – это умение наслаждаться тем, что уже есть, и делиться этим с другими. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я ценю изобилие в своей жизни и с радостью делюсь этим с окружающими. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы держите в руках мешочек с золотом. Вы открываете его, и из него начинают вылетать золотые искры, освещая всех вокруг. Люди благодарят вас, а мешочек становится еще полнее. Вы ощущаете радость от этой энергии.
Ритуал на освобождение от жадности. Возьмите небольшую сумму денег или подарок. В течение дня подарите это незнакомцу или отправьте на благотворительность, произнося «Мое изобилие приумножается с каждым добрым делом». Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение причин ненависти к знаку зодиака Телец. Причина 4. Ревность. Ревность – это одна из самых темных сторон Тельца. Их стремление к обладанию порой распространяется и на людей, вызывая конфликты в отношениях. Тельцы боятся потерять то, что им дорого, поэтому защищают это любой ценой. Кармический совет. Ревность рождается из страха потерять любовь. Однако Вселенная учит, что любовь – это свобода, а не контроль. Тельцам важно осознать, что привязанность не делает их счастливыми, а доверие укрепляет отношения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю своим близким и открыт для гармоничных отношений». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что ваше сердце – это сад, наполненный цветами. Каждый цветок – это человек, которого вы любите. Вы поливаете их водой доверия, видите, как они расцветают, чувствуя благодарность. Ритуал для освобождения от ревности. На полнолуние возьмите прозрачную чашу с водой. Напишите на листке слова «ревность», «страх», «привязанность». Положите листок под чашу, чтобы он впитал свет луны. Утром вылейте воду на землю, представляя, как ревность уходит, оставляя место для доверия. Причина 5. Подозрительность. Тельцы редко доверяют людям с первого взгляда. Их настороженность иногда вызывает у окружающих чувство, что их подозревают в чем-то нехорошем. Однако это защитный механизм, который помогает тельцам избегать ненадежных связей. Кармический совет. Подозрительность – это отражение внутренней неуверенности. Кармический урок Тельца – научиться видеть в людях лучшее, принимая, что каждый человек приходит в нашу жизнь не случайно. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с доверием и открытостью взаимодействую с миром». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы открываете окно в солнечный день. Теплый свет заполняет комнату, унося все сомнения и страхи. Вы видите улыбающихся людей, протягивающих вам руки дружбы. Ритуал для работы с доверием. Вечером зажгите белую свечу и поставьте перед собой зеркало. Смотрите в свои глаза и повторяйте: «Я доверяю Вселенной и окружающим. Мое сердце открыто для добра». Завершите ритуал, задув свечу и улыбнувшись своему отражению. Причина 6. Чрезмерная привязанность к привычкам. Тельцы обожают стабильность, их привычки становятся для них своеобразным якорем в жизни. Однако окружающие могут воспринимать это как упрямство или нежелание расти. Такое поведение часто становится причиной конфликтов, так как перемены в жизни неизбежны, и, цепляясь за привычное, тельцы теряют возможности для развития. Кармический совет. Привычки – это якорь, который может либо держать вас на месте, либо стабилизировать во время бури. Важно осознавать, когда время отпустить старое, чтобы позволить новому войти в вашу жизнь. Карма призывает учиться гармонии между постоянством и изменением. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с легкостью принимаю перемены, которые ведут меня к лучшему. Мое прошлое дает мне силы, а мое будущее открывает новые горизонты». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте себя на берегу реки. В руках у вас большой камень, символ старых привычек. Вы медленно кладете его в воду, и он быстро тонет. Наблюдая за этим, почувствуйте, как освобождаетесь от груза, открывая место для свежей энергии. Ритуал на избавление от источника причины этого. Возьмите лист бумаги и напишите на нем свои главные привычки, от которых вы хотите избавиться. Сложите бумагу и положите ее в миску с водой. Добавьте в воду несколько капель эфирного масла лаванда, оно способствует очищению. Скажите: «Стихия воды, смой мои старые привычки и наполни меня энергией перемен». Оставьте миску на подоконнике на ночь, а утром вылейте воду, поблагодарив Вселенную. Причина 7.
Излишняя практичность. Тельцы часто так увлечены практическими аспектами жизни, что могут забывать о красоте момента. Их склонность к рационализму иногда воспринимается как отсутствие душевной теплоты. Кармический совет. Духовный рост начинается с признания того, что мир больше, чем только материальные вещи. Кармический долг Тельца – балансировать между материальным и духовным, черпая вдохновение в том, что невозможно измерить. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю чудеса жизни и позволяю себе наслаждаться настоящим моментом. Я живу в гармонии между материальным и духовным миром. Визуализация, которую нужно применять для этого: закройте глаза и представьте, что находитесь в цветущем саду. Вдыхая аромат цветов, почувствуйте, как краски и запахи наполняют вас энергией радости. Увидьте, как материальное и духовное сливаются в гармонии. Ритуал на избавление от источника причины этого: зажгите розовую свечу, символ любви к жизни, и поставьте рядом небольшой предмет, значимый для вас. Произнесите: я признаю ценность видимого и невидимого. Я готов принять чудеса Вселенной. Оставьте свечу гореть 15 минут, сосредотачиваясь на огне. Причина 8. Закрытость. Тельцы склонны скрывать свои эмоции, боясь, что открытость сделает их уязвимыми. Это может создавать напряжение в отношениях, ведь окружающим бывает сложно понять, что у них на душе. Кармический совет: осознайте, что эмоциональная открытость – это не слабость, а мост к более глубоким связям. Кармический урок здесь заключается в умении доверять и принимать поддержку. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я безопасен в своей уязвимости. Моя открытость привлекает любовь и понимание. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что ваше сердце – это цветок, который медленно раскрывается под теплым солнечным светом. Каждый лепесток – это эмоция, которая обретает свободу. Почувствуйте радость и легкость от этого процесса. Ритуал на избавление от источника причины этого: напишите на бумаге свои эмоции, которые вы боитесь раскрыть. Зажгите белую свечу и прочитайте написанное вслух, стоя перед зеркалом. После этого сожгите бумагу, произнеся: я освобождаюсь от страха открытости и принимаю себя полностью. Причина 9. Чрезмерная осторожность. Тельцы боятся делать рискованные шаги, предпочитая заранее просчитывать каждую деталь. Это качество, хотя и полезное, часто мешает тельцам воспользоваться неожиданными шансами. Кармический совет: важно научиться доверять Вселенной. Иногда риск – это урок, ведущий к росту. Отпустите контроль и позвольте своей жизни течь естественно. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю перемены и уверенно иду навстречу новым возможностям. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте себя на высоком мосту. Вы делаете шаг вперед, и под ногами неожиданно возникает крепкая дорожка. Почувствуйте уверенность в каждом своем шаге. Ритуал на избавление от источника причины этого: наполните стакан водой и положите туда небольшой камень. Держа стакан в руках, скажите: я отпускаю страх перед неизвестным. Я доверяю потоку жизни. Затем выпейте воду, символически принимая уверенность внутрь себя. Причина 10. Склонность к накопительству. Тельцы склонны собирать вещи, что нередко приводит к хаосу в пространстве. Для окружающих это может выглядеть как жадность или привязанность к материальному. Кармический совет: истинное богатство не в вещах, а в вашей энергии. Кармическая задача тельцов – научиться отпускать ненужное, чтобы освободить место для нового. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я легко отпускаю все, что мне больше не нужно. Моя жизнь наполняется гармонией и светом. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте себя в пустой, чистой комнате. Каждая вещь, которую вы собираетесь выбросить, излучает свет и радость. Почувствуйте свободу и легкость. Ритуал на избавление от источника причины этого: выберите 3 вещи, которыми давно не пользуетесь, и передайте их тем, кто в них нуждается. Во время передачи скажите: я благодарю Вселенную за изобилие и делюсь им с миром. Причина 11. Несговорчивость в спорах. Тельцы редко уступают в дискуссиях, даже если понимают, что могут быть неправы. Это создает напряжение в отношениях и может раздражать окружающих. Кармический совет: несговорчивость в спорах – это попытка сохранить свою точку зрения.
Но сила Тельца в способности слушать и учиться. Каждый спор – это возможность узнать что-то новое. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я уважаю мнение других людей и нахожу истину в гармонии. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что в вашей руке книга. Это символ чужой мудрости. Вы открываете ее и читаете страницу, чувствуя благодарность за новый взгляд на вещи. Ритуал на избавление от источника причины этого: возьмите 2 свечи разного цвета, символы разных точек зрения. Зажгите их и поставьте рядом. Скажите в гармонии противоположности: я нахожу истину. Пусть свечи догорят. Причина 12. Потребность в зоне комфорта. Тельцы ценят привычную среду и редко выходят за ее пределы. Это вызывает критику за недостаток амбиций и боязнь перемен. Кармический совет: зона комфорта – это основа стабильности, но настоящий рост происходит за ее пределами. Ваша задача – научиться выходить за рамки, не теряя уверенности. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с легкостью покидаю свою зону комфорта и открываюсь для возможностей Вселенной. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте себя в уютной комнате. Внезапно дверь открывается, и за ней вы видите прекрасный сад. Вы смело выходите и чувствуете вдохновение. Ритуал на избавление от источника причины этого: нарисуйте круг на листе бумаги. Внутри круга напишите, что удерживает вас в зоне комфорта. За пределами круга напишите свои цели. Скажите: я перехожу через границы привычного к светлому будущему. Разорвите лист и сожгите его. 13. Причина – неторопливое принятие решений. Тельцы известны своей осторожностью, что часто выражается в долгих раздумьях. Окружающие могут воспринимать это как нерешительность или отсутствие инициативы. Однако за этим скрывается желание минимизировать риски и сделать лучший выбор. Кармический совет: неторопливость в принятии решений – это урок из прошлых воплощений. Возможно, в прошлом тельцы поспешно принимали важные решения, что приводило к ошибкам. Сейчас Вселенная учит их ценить процесс выбора, но с уважением ко времени и чужим ожиданиям. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю своей интуиции и принимаю решения легко и гармонично. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы стоите перед перекрестком, где каждое направление сияет мягким светом. Почувствуйте, как ваше сердце подсказывает верное направление, и идите вперед, чувствуя уверенность и радость. Ритуал на избавление от источника причины этого: возьмите 3 маленьких камня. На каждом напишите по одному из ваших текущих важных вопросов. Положите камни перед собой, зажгите свечу и попросите Вселенную дать вам ясность. Закройте глаза и дайте себе минуту для размышлений. Затем выберите один камень, который кажется вам наиболее теплым или притягательным. Это и есть ваше подсознательное решение. 14. Причина – трудности в прощении. Тельцы склонны долго держать обиды, поскольку для них каждая эмоциональная рана кажется глубокой. Это может отталкивать близких и вызывать напряжение в отношениях. Кармический совет: держать обиду – это привязывать себя к негативной энергии. Прощение освобождает не только обидчика, но и самого человека. Практика прощения помогает завершить кармические уроки, связанные с межличностными конфликтами. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я прощаю себя и других, освобождаясь от прошлого с легкостью и любовью. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы держите в руках большой воздушный шар. Он наполнен вашим негативным чувством. Отпустите шар, наблюдая, как он поднимается в небо, пока полностью не исчезнет. Почувствуйте облегчение. Ритуал на избавление от источника причины этого: напишите на листе бумаги все, что вызывает у вас обиду. Затем подожгите лист в безопасном месте, мысленно повторяя: я отпускаю эту боль. Прощение наполняет мое сердце. После этого помойте руки холодной водой, очищая себя. 15. Причина – чрезмерная сосредоточенность на себе. Иногда тельцы слишком углублены в свои проблемы, забывая слушать и понимать других. Это может выглядеть как эгоизм, что вызывает раздражение у окружающих. Кармический совет: сосредоточенность на себе связана с уроком заботы о личных границах. Но важно помнить, что баланс между личными интересами и вниманием к другим – ключ к гармонии.
Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открыт для понимания других, находя баланс между собой и окружающим миром. Визуализация, которую нужно применять для этого: закройте глаза и представьте, что вы окружены золотым светом. Этот свет расширяется, включая в себя ваших близких. Почувствуйте, как их радость и понимание наполняют этот свет. Ритуал на избавление от источника причины этого: зажгите ароматическую палочку или свечу, символизирующую вашу энергию. Направьте ее дым или свет в сторону фотографии любимого человека или просто подумайте о нем. Мысленно пожелайте этому человеку добра. 16-я причина – сопротивление переменам. Тельцы часто цепляются за старое, опасаясь, что перемены могут принести хаос. Это может вызвать раздражение у тех, кто стремится к развитию или новизне. Кармический совет: каждая перемена – это возможность для роста. Застой энергии создает барьеры, а движение наполняет жизнь свежими возможностями. Учитесь доверять потоку жизни. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с радостью принимаю перемены, зная, что они ведут меня к лучшему. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте себя плывущим по реке. Вода нежно подхватывает вас, и вы плывете вперед, наблюдая, как открываются новые прекрасные горизонты. Почувствуйте радость от движения. Ритуал на избавление от источника причины этого: в день новолуния зажгите свечу и напишите на бумаге то, чего вы боитесь в переменах. Затем скомкайте бумагу, подержите ее над пламенем, но не зажигайте. Почувствуйте, как страхи растворяются. Скажите: я готов идти вперед с легкостью. 17-я причина – обостренное чувство собственности. Тельцы ценят все, что им принадлежит, иногда становясь излишне привязанными. Это может выглядеть как жадность или эгоизм. Кармический совет: в прошлых жизнях тельцам, возможно, приходилось бороться за ресурсы. Сейчас они учатся разделять и наслаждаться тем, что у них есть, не боясь утратить. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я ценю свои дары, но с радостью делюсь ими с миром. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы держите корзину, полную фруктов. Поделитесь ими с близкими и почувствуйте радость от того, что вы дарите им счастье. Ритуал на избавление от источника причины этого: пожертвуйте вещь или сумму денег тому, кто нуждается. Делая это, скажите: я отдаю с любовью, зная, что Вселенная восполнит все. 18-я причина – страх перед новыми знакомствами. Тельцы часто боятся открываться новым людям. Им нужно время, чтобы оценить человека и решить, стоит ли его подпускать ближе. Эта осторожность иногда воспринимается как высокомерие или отстраненность, что вызывает недовольство окружающих. Однако за этим страхом кроется нежелание быть раненым или разочарованным. Кармический совет: Вселенная учит тельцов, что каждый новый человек в их жизни приносит урок. Даже если он не останется надолго, его роль – важная часть духовного пути. Открываясь людям, тельцы развивают гибкость своей души и учатся доверию, что способствует росту их кармического капитала. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открыт для новых встреч, и каждая из них обогащает мой жизненный опыт. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте себя в саду. Вы идете по тропинке, а вокруг распускаются прекрасные цветы. Каждый цветок символизирует нового человека, который входит в вашу жизнь. Почувствуйте радость от того, как сад наполняется яркими красками, и осознайте, что каждый цветок уникален и прекрасен. Ритуал на избавление от источника причины этого: возьмите зеленую свечу, цвет сердца и роста, зажгите ее и произнесите: свет этой свечи освещает мой путь к новым встречам. Я отпускаю страх и обиды, позволяя миру подарить мне радость общения. Держите в руках небольшой камень розового кварца, символ любви и доверия. После ритуала положите его в карман или сумку, чтобы он сопровождал вас при новых знакомствах. 19-я причина – стремление к постоянному планированию. Тельцы обожают контроль и порядок, поэтому стремление планировать все до мелочей порой становится для них ловушкой. Это мешает им принимать спонтанные решения и наслаждаться моментом. Окружающие могут считать их скучными или предсказуемыми. Кармический совет: судьба преподносит сюрпризы для того, чтобы тельцы научились отпускать контроль.
Жизнь – это поток, и, приняв ее естественные перемены, они смогут открыть двери к удивительным возможностям. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю потоку жизни, и Вселенная ведет меня к лучшему». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы стоите у берега реки. Вы садитесь в лодку и позволяете воде нести вас. Вы чувствуете, как ветер обнимает ваше лицо, и видите, как перед вами открываются чудесные пейзажи. Вы расслабляетесь, зная, что река приведет вас туда, где вас ждет счастье. Ритуал на избавление от источника причины этого: напишите на бумаге свои текущие планы. Затем сложите ее и сожгите над огнем синие свечи, говоря: «Я доверяю мудрости Вселенной. Мой путь – это гармония спонтанности и порядка». Остаток пепла развейте на ветру, отпуская свое желание все контролировать. 20-я причина – излишняя прямолинейность. Тельцы известны своей честностью, но их прямолинейность иногда воспринимается как грубость. Они говорят то, что думают, не всегда учитывая чувства собеседника. Это может вызывать конфликты и обиды. Кармический совет: задача тельцов – научиться выражать свои мысли с заботой о других. Это развивает их эмпатию и способствует гармоничным отношениям, что помогает избегать кармических узлов, связанных с обидами. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя честность всегда наполнена добротой и заботой о других». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что ваши слова – это цветные ленты света. Вы оборачиваете собеседника этими лентами, делая его счастливым и вдохновленным. Почувствуйте, как ваши слова дарят радость. Ритуал на избавление от источника причины этого: зажгите голубую свечу, символ мудрости и общения, и произнесите: «Мои слова наполнены добротой, а моя речь приносит радость и понимание». Возьмите лист бумаги, напишите на нем фразу «Я выражаю свои мысли мягко и с любовью», и носите его с собой, пока не почувствуете, что выработали новую привычку. 21-я причина – предвзятость. Тельцы часто судят людей по первому впечатлению. Это мешает им увидеть настоящую сущность других. Окружающие могут чувствовать себя недооцененными или неправильно понятыми. Кармический совет: урок тельцов – видеть за внешним больше, чем просто картинку. Это помогает им открывать глубокие смыслы и строить истинные, кармически важные связи. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я вижу красоту и ценность в каждом человеке». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы смотрите на человека через прозрачное зеркало. Постепенно стекло растворяется, и вы видите не только внешность, но и свет его души. Почувствуйте благодарность за этот новый взгляд. Ритуал на избавление от источника причины этого: возьмите белую свечу и зажгите ее, говоря: «Я очищаю свой взгляд, чтобы видеть истину и красоту в каждом». Во время ритуала сосредоточьтесь на своем желании глубже понимать людей. 22-я причина – нетерпимость к критике. Тельцы болезненно воспринимают замечания, даже если они конструктивны. Они защищаются или замыкаются, что вызывает недовольство окружающих. Кармический совет: урок критики – это путь к внутреннему росту. Принятие чужих мнений помогает тельцам развивать мудрость и становиться сильнее. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: критика помогает мне расти, и я принимаю ее с благодарностью. Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы скульптура, которую мастер слегка подправляет, чтобы сделать еще красивее. Почувствуйте, как каждый штрих улучшает вас. Ритуал на избавление от источника причины этого: возьмите небольшую чашу воды. Напишите на бумаге свои страхи перед критикой и опустите ее в воду, говоря: «Я смываю страх и принимаю уроки Вселенной с благодарностью». Воду вылейте на землю или в цветочный горшок, чтобы страх преобразился в рост. 23-я причина – консервативность. Тельцы иногда чересчур придерживаются старых взглядов, что мешает им меняться и расти. Это вызывает недовольство, особенно у более гибких людей. Кармический совет: изменения – это дар Вселенной. Когда тельцы принимают новое, они получают возможность раскрыть скрытые таланты и привлечь новые блага. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открыт для перемен, и они наполняют мою жизнь радостью».
Визуализация, которую нужно применять для этого. Представьте, что вы стоите на старой тропинке, которая заканчивается. Перед вами новая красивая дорога, освещенная золотым светом. Сделайте шаг и почувствуйте, как Вселенная поддерживает вас. Ритуал на избавление от источника причины этого. Напишите на бумаге старую привычку или убеждение, от которого хотите избавиться. Сожгите ее на огне золотой свечи, говоря: «Я отпускаю старое и с благодарностью принимаю новое». Развейте пепел на ветру, представляя, как он превращается в сияющую энергию. 24-я причина. Излишняя серьезность. Тельцы, известные своей ответственностью, часто воспринимаются как излишне серьезные люди. Они так сосредоточены на делах, целях и задачах, что окружающим кажется, будто они вообще не умеют веселиться. Эта серьезность может вызывать у других ощущение напряженности рядом с тельцом. Сложно расслабиться и насладиться моментом, если кто-то рядом всегда держит планку. Это нередко становится причиной непонимания и даже неприязни со стороны более легкомысленных или эмоционально свободных знаков зодиака. Однако за этой чертой кроется настоящая сила тельцов, умение брать на себя ответственность и защищать близких. Проблема возникает, когда эта черта превращается в непрерывное напряжение, мешающее тельцу радоваться жизни. Кармический совет. Серьезность тельцов – это их кармическая задача. Она дана им, чтобы научиться сохранять баланс между ответственностью и радостью. Карма требует от тельца осознания, что счастье приходит через внутреннюю легкость. Вселенная показывает им, невозможно контролировать все, и иногда нужно просто позволить событиям идти своим чередом. Понять, что земная жизнь – это лишь часть великого космического плана, помогает тельцам ослабить хватку и сосредоточиться на мгновении. Кармический закон звучит так: там, где правит радость, там и истина. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я позволяю себе расслабляться и наслаждаться моментом. Радость и легкость помогают мне раскрыть мою истинную природу. Произносите аффирмации каждое утро перед зеркалом, чтобы начинать день с настроем на радость и внутренний баланс. Визуализация, которую нужно применять для этого: закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов. Представьте себя на зеленом лугу, освещенном мягким солнечным светом. Почувствуйте теплый ветерок, запах свежих цветов и пение птиц. Видите, как вы сидите на траве, окруженные друзьями, смеетесь, наслаждаясь моментом. Почувствуйте, как ваша серьезность растворяется, оставляя место радости и легкости. Улыбнитесь, держа этот образ в голове, и медленно возвращайтесь в реальность. Проводите визуализации каждый вечер, чтобы закрепить ощущение внутреннего покоя и радости. Ритуал освобождения от излишней серьезности. Для этого ритуала понадобится свеча желтого цвета, символ радости и энергии, чаша с водой, лист бумаги и ручка, немного соли, ваш любимый аромат, например, эфирное масло апельсина или лаванда. Найдите тихое место, где вас никто не потревожит. Зажгите свечу и поставьте ее перед собой. Поставьте рядом чашу с водой, добавьте в нее щепотку соли для очищения. Возьмите лист бумаги и напишите: «Моя излишняя серьезность мешает мне наслаждаться жизнью. Я отпускаю эту тяжесть и принимаю легкость и радость». Медленно прочитайте написанное, осознавая каждое слово. Почувствуйте, как напряжение покидает вас. Положите бумагу в чашу с водой. Представьте, как вода растворяет вашу серьезность, забирая все заботы. Добавьте несколько капель аромата в воду или просто вдохните его. Почувствуйте, как легкость входит в вашу жизнь. После медитации сожгите свечу до конца. Смотрите на пламя и мысленно повторяйте: серьезность уходит, радость остается. Я свободен. Вылейте воду под любое дерево или растение, поблагодарив природу за помощь в вашем освобождении. Этот ритуал не только поможет тельцам снять излишнюю серьезность, но и настроит их на новый виток легкости и счастья. Повторяя его раз в месяц, вы заметите, как постепенно становитесь более открытыми для радости, а окружающие начнут тянуться к вам за вашей светлой энергией. Каждый знак зодиака имеет свою уникальную миссию в этом мире, и для тельцов ключевое предназначение – быть созидателями и хранителями. Этот знак Земли обладает способностью строить стабильность и создавать прочные основы для будущих поколений.
Кармические тельцы связаны с законом упорства и настойчивости, что помогает им добиваться поставленных целей, несмотря на любые препятствия. Однако важный аспект их пути заключается в осознании того, что их сила не в накоплении материальных благ, а в умении создавать баланс и гармонию. Это не только их жизненная задача, но и подарок для окружающих – строить стабильность для других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае – «Я созидатель гармонии». Моя стабильность помогает не только мне, но и окружающим. Визуализация, которую нужно применять для этого. Представьте себе, как вы укладываете кирпичи в прочный фундамент, создавая надежный дом. В этом доме царит тепло и спокойствие, и каждый, кто заходит в него, чувствует поддержку и уют. Позвольте этому образу наполнить вас уверенностью и радостью от того, что вы создаете не только материальные, но и духовные основы для своей жизни и жизни близких. Кармический совет: чтобы усилить свою способность строить стабильность, практикуйте регулярные заземляющие практики. Стоя босыми ногами на земле, ощущайте, как энергия планеты Земля входит в ваши ноги и наполняет вас силой. Постепенно вы будете чувствовать, как усталость уходит, а уверенность в собственных силах растет. Закон кармы гласит, что любой дар требует обмена, и для тельцов это означает, что они не могут жить только для себя. Чтобы прийти к внутреннему балансу, тельцы должны научиться не только получать, но и отдавать. Энергия избыточного накопительства может заблокировать поток удачи и достатка. Кармическая задача тельца – научиться делиться с другими, будь то время, любовь или ресурсы. Когда тельцы открывают свои сердца и руки для отдачи, они начинают получать гораздо больше. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я щедро отдаю, и Вселенная отвечает мне многократно». Визуализация, которую нужно применять для этого. Представьте себе, как вы держите в руках золотую чашу, полную воды. Вы начинаете переливать воду в чаши других людей, видя, как они тоже начинают наполняться светом и радостью. Вода символизирует изобилие, и чем больше вы отдаете, тем больше вода возвращается к вам, увеличивая ваш поток счастья и благополучия. Кармический совет: чтобы восстановить баланс между получением и отдачей, проводите еженедельный ритуал благодарности. Запишите на бумаге 5 вещей, которые вы готовы отдать этому миру, будь то любовь, время или помощь другим. Это не только укрепит вашу кармическую связь с миром, но и откроет новые возможности для роста. Венера, планета любви и красоты, управляет тельцами, наделяя их не только чувством эстетического вкуса, но и мощной магией гармонии. Когда тельцы настроены на эту планету, они становятся настоящими магами, притягивающими к себе любовь и гармонию. Синхронизация с Венерой помогает открыться новым возможностям в личных отношениях и творчествах. Чтобы раскрыть этот потенциал, тельцам стоит проводить ритуалы, которые активируют эту энергию через искусство и наслаждение жизнью. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я источник любви и гармонии. Все, что я создаю, наполнено красотой и светом». Визуализация, которую нужно применять для этого. Закройте глаза и представьте себе, как ваше тело наполняется светом розового цвета, светом Венеры. Этот свет расширяется, охватывая все ваше пространство, и вы чувствуете, как ваше сердце наполняется радостью и любовью к себе и окружающим. Кармический совет: чтобы активировать энергию Венеры, проводите утренние ритуалы красоты, украсьте свое пространство, занимайтесь творчеством или медитируйте на тему любви и гармонии. Эти практики помогут вам гармонизировать внутренний мир и наладить контакт с планетой любви. Тельцы имеют уникальную способность создавать стабильность не только для себя, но и для других. Это дар, который нужно использовать осознанно, чтобы достигать успеха. Планеты, такие как Сатурн и Юпитер, дают тельцам возможность сочетать настойчивость с оптимизмом. Это делает их не только стабильными, но и успешными. Чтобы усилить этот потенциал, тельцам следует практиковать ритуал планирования. Он поможет им фокусироваться на своих целях и двигаться вперед, несмотря на любые препятствия. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я создаю успех с каждым шагом. Я иду к своим целям с уверенностью и спокойствием». Визуализация, которую нужно применять для этого. Представьте себе, как вы поднимаетесь по лестнице, где каждая ступень – это новая цель. Вы чувствуете, как с каждым шагом становитесь сильнее, увереннее и ближе к вершине.
Лестница символизирует ваш путь, и каждый шаг – это победа на пути к успеху. Кармический совет. Для укрепления своей кармической связи с Сатурном и Юпитером практикуйте регулярное планирование и визуализируйте каждый шаг. Начинайте утро с 3 небольших целей, которые хотите достичь, и ежедневно добавляйте новые шаги к своей карьере или жизни. Луна управляет нашими эмоциями, и для тельцов это особенно важно, поскольку она помогает им поддерживать внутреннюю гармонию. Полная луна – это период, когда тельцы могут очищать свои мысли и эмоции. Лунная энергия помогает исцелять и восстанавливать баланс, она дарует спокойствие и уверенность. В дни полнолуния тельцам полезно проводить медитации, очищающие их энергетику. Это помогает не только отпустить старые обиды, но и наполниться новой энергией для дальнейших достижений. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: лунный свет очищает меня от всего лишнего, наполняет светом и гармонией. Визуализация, которую нужно применять для этого: сядьте в тихом месте, закройте глаза и представьте себе, как лунный свет мягко омывает ваше тело, очищая его от всех лишних мыслей и эмоций. Лунный свет наполняет вас свежей энергией, и вы чувствуете, как ваш внутренний мир становится более ясным и спокойным. Кармический совет. В дни полнолуний проводите ритуалы очищения. Это может быть медитация на лунный свет, использование лунного камня или просто прогулка под луной. Эти практики помогут вам освободиться от кармических блокировок и открыть новые пути для роста. Тельцы, как и все знаки зодиака, являются частью огромной Вселенной, и связь с этой Вселенной помогает им увидеть свои цели с другой перспективы. Визуализация себя как частички космоса позволяет тельцам выйти за рамки повседневной жизни и ощутить свою уникальность и значимость. Это упражнение помогает тельцам укрепить уверенность в себе и в своих силах. Они начинают понимать, что их роль в этом мире намного больше, чем они могли представить. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я часть безбрежной Вселенной, и моя сила безгранична». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, как вы становитесь звездой в космосе, светящейся и яркой. Вокруг вас бескрайняя Вселенная, и вы чувствуете, как ваша энергия сливается с космосом, усиливая вашу внутреннюю силу и способность достигать любых целей. Кармический совет. Для усиления связи с космосом и осознания своей уникальности практикуйте ежедневную медитацию. Во время нее представляйте, как ваше сознание расширяется до размеров Вселенной, и вы становитесь частью великого космического потока. Тельцы сильны в своем стремлении к гармонии и благополучию, и благодарность – мощный инструмент, который помогает им активировать положительную энергетику. Регулярное выражение благодарности за все, что происходит в их жизни, помогает привлекать еще больше благополучия. Это не только помогает очищать пространство, но и усиливает магическую силу, направленную на получение благ и успеха. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я благодарен за все, что у меня есть, и за все, что приходит в мою жизнь». Визуализация, которую нужно применять для этого: сядьте в тишине и представьте, как вы наполняетесь светом благодарности. Каждая благодарность, произнесенная вами, это камень в фундаменте вашего благополучия. Чем больше благодарности, тем выше этот фундамент. Вы чувствуете, как энергия наполняет вас и создает пространство для новых возможностей. Кармический совет. Проводите ритуал благодарности каждую ночь. За каждым моментом благодарности стоит усиление потока энергии, который возвращается к вам многократно. Путь Тельца – это путь стабильности, гармонии и процветания. Они учат нас важности терпения, усердия и баланса. Когда тельцы понимают свою миссию, они становятся опорой для себя и окружающих. Они способны создавать прочный фундамент, на котором строится будущее. Важно помнить, что тельцы не только строят стабильность для себя, но и даруют ее другим. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя жизнь – это фундамент счастья и успеха, и я создаю этот фундамент для себя и для других». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, как вы стоите на вершине горы, которая символизирует стабильность, и видите, как этот фундамент освещает путь другим. Вы становитесь маяком, который указывает путь для тех, кто ищет уверенности и стабильности.
Кармический совет: используйте свою силу для того, чтобы не только строить свою жизнь, но и поддерживать тех, кто рядом с вами. Кармическая энергия Тельца, направленная на помощь другим, возвращается к нему многократно, усиливая его силу и благополучие. Дорогие Тельцы, помните, что вы – настоящие мастера создания гармонии и стабильности в этом мире. Ваша сила не только в том, чтобы строить, но и в том, чтобы поддерживать, дарить любовь и заботу, создавать пространство, в котором другие могут расти и процветать. Вы, как камни в основании великого строения, помогаете возводить прочные фундаменты не только для себя, но и для всего окружающего мира. Не забывайте, что истинное богатство кроется не только в материальном, но и в способности отдавать и созидать. Через благодарность, гармонию и осознание своей уникальной миссии вы притягиваете к себе успех и благополучие. Каждый ваш шаг – это шаг к успеху, каждый момент – это шанс создать свою собственную реальность. Смотрите в будущее с уверенностью, открывайте сердце для любви и верьте в свою силу. Будьте вдохновением для других, создавая вокруг себя мир, полный света и стабильности. Если этот ролик стал для вас полезным и вдохновляющим, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Астрология Мудрости и поделиться своим мнением в комментариях. Давайте вместе развиваться и достигать новых вершин. А если мы наберем 6000 лайков, я обязательно поделюсь с вами секретами, как стать успешным тельцом и воплотить свою мудрость в реальность. Оставайтесь с нами, продолжение следует.